концу моего видео. Итак, друзья, смотрим подготовленный мною материал, как я люблю говорить, через призму времени и цифр. Вместе с вами, конечно же, разберемся с процессами, которые я наблюдал на рынке жилой недвижимости города Днепр, благодаря статистическим данным, которые мне любезно предоставляет компания Олимп Консалтинг. Итак, друзья, перед вами карта Донецко-Приднепровского региона, куда входят два крупных областных города-центра. Это город Днепр, город Запорожье. Сегодня мы говорим о городе Днепр. Расскажу, как пользоваться данной информацией. Перед вами легенда карты. Первое, что обращаю внимание, население. Это 966 тысяч, довоенное население. Традиционно прошу людей, которые живут в Днепре, напишите, насколько больше, по вашим ощущениям, людей сейчас живет в Днепре или же меньше, чем до войны. Я все-таки предполагаю, что 1700, наверное, осталось, то есть на 200 тысяч меньше, ну, может, больше немножко, людей стало меньше. Почему? Потому что, ну, понимая, что это прифронтовой город, все-таки предполагаю, что население, значительная часть его, этого населения эмигрировала, наверное, даже вот так правильно сказать, то есть это женщины, дети за границу, у кого была возможность уехать, мужчины, у кого была возможность, наверное, тоже уехали. Итак, в общем, напишите. Количество предложений на рынке жилой недвижимости. Друзья, напомню вам, откуда у меня информация. Я являюсь автором, и у меня есть патент на программное обеспечение Olymp News, которое собирает всю информацию, то есть ваши предложения, которые попадают в интернет. То есть это крупные сайты, электронные доски, которые специализируются на продаже недвижимости. То есть я работаю с большими цифрами, поэтому достаточно точно показываю погоду сегодняшнего рынка недвижимости. Итак, мы видим, что 41 700 объектов жилой недвижимости, первичный и вторичный рынок, было выставлено для продажи. То есть это выборка репрезентативная и, соответственно, однородна. Я применяю методологию или метод классификации, и сейчас будем говорить, конечно же, о классах рынка недвижимости. Да, традиционно на 0,5% желающих продать квартир больше, чем людей, которые покупают эту недвижимость. То есть на 0,5% квартир было выставлено больше, чем это было в июне месяце. Социальное жилье, друзья, подешевело на 0,19%. Абсолютно логично себя ведет вторичный рынок. Социальное жилье – это старое жилье, которое еще досталось после развала Советского Союза. Но напомню, друзья, 85% в городе Днепр, как и по всей Украине, это как раз вот тот старый фонд, который неумные люди еще называют как-то там свинарниками. Ну, понятно, что у человека недавно написал не сильно много ума, то есть получается, что большая часть людей живут именно в этих, так сказать, как он выразился, свинарниках. Ну, вот такое бывает, да и пишут такое. Дальше, друзья, говорим о социальном жилье, но уже аренда. Аренда долгосрочная, это сравниваем квартал с кварталом, первый квартал со вторым кварталом. Видим, что аренда растет на 2,68%. С чем это связано, поговорим в конце видео. Квартиры эконом-комфорт, бизнес-класс – это также вторичный рынок. Видим снижение незначительно 0,13%. Вполне логично себя ведет вторичный рынок. Первичный рынок квартиры эконом-класс подросли на 0,19%. Также первичный рынок квартиры комфорт бизнес-класс выросли на 0,17%. И мы говорим сейчас о росте стоимости, конечно. И первичный рынок элитный класс, стоимость снизилась на 0,38%. Итак, друзья, подводя итоги, мы видим, что вторичный рынок снижается. Напомню вам, что вторичный рынок продается за доллары или за евро. Поэтому, в общем-то, вполне логично, что именно вторичный рынок показывает при фронтовом городе незначительную динамику снижения. А вот первичный рынок, друзья, здесь мы видим, что в основном динамика роста, но здесь тоже, в общем-то, это объясняется достаточно просто.
стройматериалы дорожают, а первичный рынок – это инвестиции в гривни, естественно. Обесценивается гривня, дорожают стройматериалы, дорожает электричество, ну и так далее. Все сопутствующие расходы по строительству объектов недвижимости. Соответственно, что, друзья, растет стоимость квадратного метра в гривне. Первичный рынок продается за национальную денежную единицу. Поэтому здесь все, в принципе, логично. Переходим к следующему, от обобщенных данных вот этих к уже декомпозированным данным.